Сюда? около рта. Это шарлот? Entonces ahora vamos a la blitz. ¿Qué prefieren? Можна ще раз спочатку? Я не правильно. That's very awkward. Can we redo that? Но я пи***ливая, и ты это знаешь. И мы начинаем. Начинаем. Помощи было много. Когда мы только прилетели, управление интеграцией помогло нам с временным жильем, например, прохождением сертификации как художника. Во-вторых, выставка, которую мне помогло сделать Министерство интеграции, помогло и, собственно, и с залом, и с фуршетом, и с приемом гостей. גם יש לנו פרויקטורית ממש אלופות שעזרו לנו מכל הלב. הן עושות עדיין עבודה מדהימה. Я имела возможность ходить в Ульпан Ацион. Это были лучшие месяцы в моей жизни. Для начала 5 месяцев, потом еще 1,5. Есть волонтер, молодая девушка, ивритоязычная. Она со мной занимается совершенно добровольно и героически, разговаривает на иврите. В какой-то момент был небольшой кризис с работой. И вот когда я обратилась к Байтуле и попросила какую-то вот помощь, возможно, есть какие-то предложения, так сказать, и мне сразу выдали несколько вариантов по работе, что в какой-то момент очень сильно помогло. И на всех этих этапах мне на самом деле помогали Байтале в плане перевода, заверения документов, возврата денег абсолютно на всех этапах. Even though we had just moved, people were so willing to lend us their car if we needed to do something, or help us go to the shops, or just there was so much like giving. Thank you. There was so much giving. In Haifa, I can see that we felt very Embrace it. Yes, embrace it. Yes. Нам помогали снимать жилье. Мы 10 дней жили в гостинице, как бы шикарным видом. Мой земляк Кирилл Каретник, он баллотировался в мэры. Он тоже как-то в разговоре очень много мне подсказал, что и куда в Хайфе я могу пойти. Я вообще очень благодарна и очень рада, что здесь есть такие люди, которыми можно гордиться. Всем тяжело. Тебе рассказать, как именно тяжело? Это у нас есть 40 минут? Можно я тебе поплачу жилетку? 3. У меня не было ситуации, чтобы я чувствовал, что мне прям тяжело-тяжело. Интегрироваться любому человеку непросто, это тоже правда. So for me, it was a little tough. Let's just be in the middle. I'll just say 5. Okay, of course, in the first year you say, why I'm here? Why I did this? People don't understand you, everything's new. So you have to be humble. 4-5. Сначала ты такой на подъеме. У тебя все классно идет. Ты за первый месяц уже узнал, что вот это не иероглифы, а буквы. Ты там понял, что в магазине в соседнем говорят на русском, и ты можешь там жить, как-то существовать. Ты попытался снять квартиру. У тебя более-менее получилось. Ты детей в школу отправил. Вообще герой. То есть достижения за месяц равны каким-то невероятным высотам. А дальше ты такой, блин, и у тебя это не получилось, и это не получилось, и это не получилось. Поэтому потом так чуть опускаешься. היה לי קצת קשה בהתחלה, אבל עם הזמן הכל הלך מה-5 ל-1. Наверное, 4. То есть в целом не было прям сильно тяжело, но и легко тоже не было. Поставимо 5. 50 на 50. I'd say 5 to 6 because of a language barrier. Ну, наверное, мне повезло, и я бы, наверное, оценил 1-2. Все прошло очень гладко. Having to come from a big house with a yard and all of a sudden I'm in a tiny, tiny little apartment. In the beginning it was a little difficult, but after some time we ended up, spreading out a little bit and it ended up being okay. 8. 10 будет, может быть, еще через несколько лет. 10 это плохо, перезаписываем. Если по 10-бальной шкале, я думаю, что, наверное, это цифра 2, между 2 и 3. אני חושב ש2. לא מצוין בדיוק, אבל היה קל מאוד בגלל שעלינו בתוכנית. Now, after 3 years and a half, almost 4, we feel very Israeli, very high-fi. First of all, I think you have to learn עברית. אולפן. ללמוד עברית ממש עם כל הלב, עם כל הרצון, מאוד חשוב. Обязательно учить иврит. צריך ללמוד עברית,
כי לא כולם מדברים אנגלית או ספרדית או רוסית. Ой, наверное, не бояться говорить на иврите. Any Hebrew you know, just speak it, throw the words out there. No one's going to make fun of you. Everybody here is just so happy that you're trying. Не зацикливаться на том, что очень много русского населения, то есть общаться с израильтянами. Talk to everyone, anyone and everyone. הנקודה חשובה זה כן ללמוד את השפה, זה הכי חשוב, וכדי להתקדם וכדי להשתלב בחברה אחר כך עם המקצוע וזה כמו שצריך. You have to change your, like a TV channel, you have to change, you know? You are living in another country, it's not more Brazil, we are Brazilian. It's not the same. Никогда не сравнивать ту жизнь, в которой вы жили до этого. Есть, да, слово, которое здесь постоянно от всех слышишь, слово «совланут». Вот, наверное, это оно. Оно все постепенно появится. Время прошло, понравилась еда. Время прошло, я понял, что у нас классная квартира. Время прошло, у меня появились какие-то друзья. כי בחיפה כולם עם לב גדול, ואם יש לנו לב פתוח, אז הכל יהיה בסדר. На сьогоднішній день, напевно, я би шукала якісь прикольні спільноти і реально відвідувала би більше всяких закладів, заходів. Ходите везде. Максимально выходите, знакомьтесь. I would say get on a random bus and just explore, you know, get ready for some adventures. תהיו פתוחים לתרבויות שונים. Не боятись проявлятися, тому що люди тут дуже відкриті. Потому что в Хайфе очень развиты горизонтальные связи, все друг с другом знакомы. Узнавать про все льготы для новых репатриантов – это очень полезно. All the time that you can go to the sea, go. תלכו לחדר כושר, יש הרבה מדרגות. לא יודע איך להגיד בעברית. In English, open mind, to be open mind, to ראש פתוח. Принять Хайфу такая, какая она есть, прийти просто с открытой головой и сказать, да будь что будет, потому что все-таки Хайфа очень сильно отличается от других городов, и это, наверное, ее какой-то очень большой плюс. And patience. I think patience is a good one as well. You'll get there. Just as they say in Hebrew, la'at la'at. Just Tem que ter paciência, mas vai dar certo. No geral, tá sendo bem tranquilo. То есть не надо ждать всего и сразу. Хумус, наверное. Hummus. Фалафель. Хумус. Хумус. Hummus. Фалафель. Hummus, hummus, hummus. Hummus. Falafel. חומוס. Фалафель. פלאפל. על החומוס. Hummus. Фалафель. Hummus. פלאפל. Хумус. פלאפל, פלאפל. Шаварма. Shawarma an option? Falafel. Okay. Хумус. Не то, не то. Летом или зимой? На природе. Depende, mas a maioria em casa. С утра дома, потом на природу. Difficult. You say both. Когда как? Well, We because keep we Shabbat. shomer Shabbat, if we could keep Shabbat somewhere in the nature, in a beautiful place, sure. But if not, we love being at home with our community. На природе однозначно. גם וגם. На природе. Nature. Nature. בכנסת. No lo hemos vivido todavía, realmente. שבת בטבע, תמיד. Вдома. בבית. בבית. כן, בבית. כן, לשבת הקודש. На природе. Every other weekend alternate. Yeah, every other, yeah. Ну, в Хайфе, конечно, на природе. Мерказ Кармель. בכרמל. Мерказ Кармель. No Mercado Carmel. נווה שאנן. נווה שאנן. Кармель. מרכז כרמל. גם וגם. מרכז כרמל. איפה הטכניון? זה בשנן, אוקיי, זה בשנן. Merkaz Carmel. Merkaz Carmel. Мерказ Кармель. А лучше Дэнни. Почем? Ну хорошо, буду патриотом, Адар. בת גלים. Окей. Yeah, חיים. Крайот. Кармель. Кармель, конечно. To live Mercado Carmel. To eat, I thought.